Друзья, я снова вас приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы будем с вами делать интересное балканское блюдо, но от Мишани. Что нам для этого надо, вы все увидите в кадре. Все продукты, все специи, ребята, будут у нас в описании под роликом. Смотрите внимательно, и будет очень вкусно, ребята. Это рагу с фасолей. Замоченную фасоль мы поставили на огонь. Добавили душистый перец, 2 зубчика чеснока. Ребят, накроем крышкой и будем варить ее до готовности. С мелко нарезанной говядиной и с шикарными нашими специями. Друзья, а начнем мы наше блюдо, приготовление нашего блюда. Мы взяли 3 вида лука. Белый, красный, ну и как всегда, я вам говорю, что я очень люблю лук-порей. И 3 вида лука, 3 разных вкуса. Пробуйте. Давайте нарежем белый и красный лук четверть кольца, а лук-порей давайте нарежем полкольца. Пока масло будет нагреваться в сотейнике, ребят, мы с вами успеем нарезать лук, ребят. А мы почистим лук и будем его нарезать, друзья. Ну, друзья, мы нарезали красный лук. Сейчас также нарежем белый лучок. Ну вот, друзья, масло нагрелось, давайте его отправим в сотейник. Перемешаем. Сделаем больше огонек и пусть жарится. А мы пока нарежем лук-порей полукольцами, друзья. Отправим лук-порей. Перемешаем. Друзья, вот такая вот яркая красота у нас уже жарится. Лук будем тушить до прозрачности, ребят. Друзья, промыли морковку и нарежем ее кубиком примерно сантиметр на сантиметр. Друзья, лук стал прозрачный. Давайте мы с вами отправим морковку. Одна морковка здесь достаточно будет. Я делаю, опять же, блюдо на 3 порции. Может быть 4 получится. И оставим морковку, будем ее тушить до мягкости. А сделаем маленький огонь, друзья. Это очень важно, чтобы лук не горел. Вот такая красота. Значит, мы взяли желтый перец, друзья, зеленый перец и красный. Друзья, как светофор, но в каждый перец есть, в каждом перце, друзья, есть аромат свой. Если красный, он сладкий, зеленый, он более ароматный и есть нотка пряности в этом. И он очень вкусный для тушения. И желтый, он нейтральный, он находится между красным и зеленым. А вместе сочетание дает обалденный глубокий вкус, ребята. Режем его примерно тоже кубиками или полосочкой, где-то 3 сантиметра в ширину, 1,5-2 сантиметра. Ну, вы увидите сейчас. И не забывайте помешивать лук. Это важно, ребята. Ну, друзья, а сейчас посмотрите, какая красота. Блюдо должно быть и вкусное, и красивое. Красота возбуждает аппетит. Я имею в виду блюдо. И нарежем, ребята, вот так, посмотрите.
вот такие полосочки и пополам. Тут можно одну полосочку, две полосочки сделать. Здесь тоже две полосочки и пополам. Получилось. Ну вот, друзья, лук протушился. Морковка стала мягче. Давайте добавим перец. Вот так. Я просто обалдею от этих цветов, и от запаха вообще обалдеть можно. Друзья, сейчас прожарим перец минут 10. И будем добавлять специи и томатную пасту. Вместе с помидорами. Друзья, посмотрите, какие шикарные помидоры мы взяли с вами. Они мясистые, сочные такие, мощные помидоры. И нарежем их просто хаотично. Красавица. Перемешаем все хорошо, друзья. Сделаем огонек немножко побольше. Вот так. И будем забрасывать, ребята, наши обалденные помидоры. Вот так. И такие мощные помидоры, сочные будут. Друзья, вот это настоящая домашняя кухня, видите? Это не ресторанная подачка, что все одинаковые, нарезка. А это, видите, по-разному нарезано и радует глаз, ребят. Посмотрите, какая нарезка красивая. Ну, сейчас прогреем помидоры, добавим чесночок, ребят. Друзья, чеснок мы возьмем сейчас, ну, примерно зубчика 3 нам будет достаточно. Так, покажу, как быстро почистить. Друзья, и нарежем мелко. Сейчас еще немножко сделаем маленький огонь. Ребята, помидорчики пустили в свой сок. Добавим чеснок и специи. Вот сейчас добавим чеснок, ребят. Чеснок на месте. Давайте его размешаем. Пусть поделится своим ароматом со всеми нашими овощами. Шикарно. Шикарно, ребята. Я очень довольный процессом. Вот так. Ну и сейчас специи, ребят. Давайте подготовим место, друзья, для специй наших. Вот так примерно. Ребята, все специи будут в описании под роликом. Здесь сухой чеснок, ребята, здесь орегано, здесь майоран и здесь базилик, друзья. Очень хорошо подходит к помидорам, к мясу майоран очень хорошо подходит и вообще ко всему нашему блюду. Добавим еще чайную ложечку. Отлично. И перемешаем с нашими овощами. Я всегда сожалею, друзья, что невозможно передать аромат блюда. Я просто стою и глотаю слюни. А вы пользуетесь моими рецептами. У меня рецепты простые, незамудренные, проверенные временем.
Хотите, подписывайтесь на канал, если вам не трудно, нажмите лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями моими рецептами. Ничего плохого, друзья, я не делаю. Сейчас прогреем специи, еще минуты 2, и будем добавлять, друзья, пасту томатную. Пасту, как всегда, мы прижариваем, друзья. Она становится слаще, во-первых, и в ней появляется насыщенный вкус. Здесь где-то 1,5 ложки, ребят. Вот. Пусть себе пока, в принципе, можно и мешать. Вот так. Перемешаем, ребят. И у нас еще осталось мясо. Боже, как это вкусно. Ну, друзья, осталось у нас мясо. Давайте поменяем дощечку для мяса. И нарежем мясо. Тоже кубиками где-то 2-3 сантиметра, ребят. Вот такие вот кусочки, друзья. Это говядина. Вот такие вот кубики, друзья. Вот такие вот. Понравится это блюдо. Вот, друзья, последний штрих. Давайте размешаем все хорошо. Попробуем на соль. Как оно все вкусно, ребята, у нас. Давайте добавим немножко кислинку. Добавим сахар, ребят. Перемешаем, сделаем маленький огонек. Но очень вкусно. И будем забрасывать наше мясо, друзья. Мясо желательно распределить равномерно по всей поверхности. Значит, давайте попробуем. У меня еще есть зеленый острый перчик. Попробуем на остроту этот перчик. Можно добавить чуть-чуть его. Он пикантный, он не острый. Ну вот, друзья, и острый перчик. Вот так, друзья. Сейчас мы все это размешаем с перчиком и с нашими овощами, мясо. Ну, еще грамм 150-200 воды мы, конечно, дадим, чтобы тушилось мясо. А может быть, нет, мы ничего не будем давать. Мы посмотрим в конце, максимум мы добавим бульон, где варилась фасоль. Именно воду из-под фасоли. Вот так все оставим, только закроем крышкой. Только перемешаем. Все, друзья, шедевр накрыли крышкой, пусть себе томится. Хотя бы 1,5 часа, я думаю. Может, меньше. Но мы посмотрим по мясу. До готовности мяса. Друзья, смотрите, какая-то красота. У нас готовится в нашем сотейнике, друзья. Смотрите. Класс.
Давайте закроем и не будем мешать. Это все в собственном соку, друзья. Помидоры. Друзья, а эти помидорчики шерри мы добавим за 40 минут до готовности нашего блюда. Пока их порежем пополам. Я брал шерри разного цвета, видите, и разного сорта. Друзья, сильно бурлить блюдо не должно. Вот так вот потихонечку должно томиться мясо в овощном соке. Вот так. Такая красота у нас, ребята. Мясо почти готово. Давайте отправим наши шерри, помидорчики. Вот так. Вот так. И нарубим сейчас нашу зелень, стебельки, потому что стебельки должны не вариться. А листики оставим на подачу. Друзья, сейчас отправим стебляки наши, что они должны провариться. Вот так. И сейчас все вместе мы перемешаем. Помидорки шерри нам придадут дополнительный аромат, друзья. Тут 4 вида помидоров. Вот так, друзья. Друзья, мясо почти приготовилось. Запах стоит обалденный, друзья. Я вам просто должен показать эту картинку. Какая это красота, ребят, посмотрите. Давайте будем добавлять фасоли. Друзья, я хочу заранее принести вам извинения. У меня сломался микрофон. Ну и поэтому звук получился неровный. Вот так, друзья. Давайте аккуратно перемешаем, чтобы не разрушить фасоль. Давайте, друзья, добавим немножко чеснока сейчас. Немножко зелени. И будем варить еще минут 15-20. Вот так. Чтобы выпарилась немножко вода. Крышкой накрывать не будем. Вот, друзья, блюдо балканской кухни от Мишани почти готово. Осталось нам выключить огонь. Вот так. 1 большой лавровый лист или 3 маленьких. Нашу зелень, друзья. Оставшийся чеснок. Закроем крышкой. И пусть настаивается примерно 10 минут, ребят. А потом будем пробовать. Вот так. Друзья, наше блюдо готово. Постояло, набрало силы. Давайте его попробуем. Посмотрите, какая-то красота. Посмотрите, друзья. Какой запах. 4 вида помидор, друзья. Посмотрите, какая-то красота. Как это красиво. Давайте. Сейчас вот пришипим зеленушкой. Ребята, и пойдем пробовать наше блюдо шикарное. Отлично.
Сейчас тонко мы режем лучок еще, белый. Вот так. Сейчас еще свежий лучок, ребят. Хаотично просим. И будет у нас шикарное вкусное блюдо. Тонко нарезанный лучок. Красота. Насыщенная, красивая, ароматная. Тут еще нужно очень много говорить про это блюдо. Ребята, оно на самом деле очень вкусное. Сейчас мы попробуем. Я вам все расскажу. Дислокацию. Мы сейчас сидим на балконе. Погода хорошая, дома очень жарко. Значит, попробуем, что у нас получилось. Не забывайте, здесь 4 вида помидор, 3 вида лука, говядина, фасоль, 3 вида перца. Что я могу сказать про это блюдо? Это блюдо балканской кухни от Мишани. Пахнет обалденно. Прямо я с вами разговаривал, у меня уже текут слюни попробовать его. Все сварилось замечательно. Мясо нежное, очень вкусное. Давайте попробуем мясо и соус. Вот так. Получилось на славу. Очень вкусное. Душистое, ароматное, нежное, густое. Пользуйтесь моим рецептом, друзья. Ну, очень вкусно. Даже тяжело отрываться. Просто хочется его и кушать, и кушать, и кушать. Пользуйтесь моим рецептом, друзья. Мне будет приятно, вам будет очень вкусно, поверьте мне. Друзья, всем мира, добра. А главное, здоровье и мир, ребята. А будет мир, будет здоровье. Берегите друг друга, любите друг друга. Всем пока, ребят. Друзья, посмотрите, какой красивый закат. Ребята, смотрите, какая красота я наблюдаю со своего балкона. Закат. Такое солнце красивое, ровно.